в этой серии. Твою мать. А перед началом данной серии надо сказать спасибо спонсорам, которые поддерживают финансово канал. Благодаря спонсорству подписчиков канал еще существует. Спасибо вам огромное. Недостроенная психиатрическая лечебница. Очень жуткое и опасное место. Когда я говорю, что это место жуткое и опасное, я имею в виду, что здесь происходило очень много самоубийств. В этом месте мне пришлось побывать неоднократно. Но за долгие годы существования этой психиатрической лечебницы мне так и не удалось побывать во втором корпусе. Напомню, что сама психиатрическая лечебница состоит из 2 корпусов, а также около 4 подвальных помещений. Идеальное место глубоко в лесу для того, чтобы самоубийцы приходили сюда. И это не шутки и не мифы, это реальная правда. Я уже много проверял информации по поводу этой психиатрической лечебницы. И здесь, в этом заброшенном здании, есть как минимум 5 случаев суицида официальной версии. А еще не могу не упомянуть о том, что здесь есть логово сатанистов и очень много их обозначений. Практически в каждой комнате были спиритические сеансы и ритуалы. Мое мнение очень простое по этому месту. Мне кажется, здесь очень много есть заблудших душ. И не только кажется, я даже когда-то здесь очень давно проводил сеанс ЭГФ. И на сеансе ЭГФ я реально связывался с призраками в этом месте. Холод какой-то такой. Такого здесь, кстати, не было. Стало очень сильно холодно. Ответный вопрос, вас здесь много? Среди вас есть самоубийцы? Как в загробном мире? Хорошо или плохо? И очень много в тот момент было темных и непонятных ответов по ЭГФу от этого призрака. Я на тот момент думал, что я вышел на контакт с каким-то призраком. Но пересмотрев запись старого видео, в тот момент я понял только одну вещь, что отвечал не призрак. И после этого эта психиатрическая лечебница меня еще сильнее заинтриговала. На самом деле в это место хочется все возвращаться и возвращаться. Здесь очень много тайн, которые до сих пор не раскрыты. Это уже начинается 2-й корпус. Здесь я ни разу еще не был. Я даже не представляю, что ждет меня внутри. Я даже не знаю, где вход и где выход. И вот я нашел вход во 2-й корпус. Наконец-то. И сегодня я здесь.
проведу расследование этого второго корпуса. И в планах сделать еще один эксперимент. Я знаю, что здесь было очень много самоубийств. И я уверен, что здесь обитает еще не одна душа. Искатель призраков. Странный какой-то знак. Что-то напоминает. Я не провалюсь здесь. Это, я так понял, подвал. Главное, чтобы в этом месте сейчас никого не было. Я знаю, что здесь бывает местами очень небезопасно. Вообще, пока подозрения, что здесь кто-то со мной нету, я пока не слышу никаких голосов, ни шагов, это в принципе хорошо. Джинсы свисают. Такое чувство, что именно этот знак я наблюдал вот там вот на стене. Впечатляет. Сдохни здесь. Тут даже проводку делали. Еще офигеть. Провода остались. Хочу сейчас обойти полностью этот второй этаж и буду подниматься уже на третий. Где-то там, может быть на третьем, на четвертом этаже буду проводить эксперимент. Заодно хочу найти подходящую комнату. Кто-то самодельно это делал. Вот это что такое?
второй знак уже такой наблюдаю на этом этаже. Я понял, этот первый этаж ведет сюда, к такому входу. Но это неинтересно. Надо подниматься наверх. Надо найти подходящую комнату для того, чтобы сделать свой эксперимент. Но пока в этом корпусе ничего такого интересного не вижу, как в первом. В первом, когда я был там, наподобие таких комнат было намного больше, и они были более просторные. Может быть, надо еще выше подняться.
Этот город больших площадей, переулков, тупик уходящих, город брошенных старых людей, душу древнего града хранящим. Ничего не понял, но любопытно. Не буду сильно тянуть время. Буду, наверное, сейчас скоро подниматься уже на 3-й этаж. Потому что здесь можно не сильно, но заблудиться. Вообще, вот такие вот постоянно ходы. И эти ходы иногда путают. В таких местах одному находиться я никому не рекомендую. Вот теперь точно надо подниматься на 3-й этаж. Так, это 3-й этаж. Это 4-й, и походу, я так понимаю, уже идет крыша. Такое помещение меня не особо интересует для эксперимента. Буду сейчас, значит, искать здесь, стараться какую-то комнату. Если сейчас ее не найду, более уютную, то, возможно, может быть, я спущусь туда вниз или пойду уже в 1-й корпус. Второй корпус, я так понял, это в основном такой объемный. Здесь, наверное, должны были быть палаты, вот это. Потому что если в 1-м такие маленькие комнаты были, это, наверное, 1-й корпус был для лежачих. Это я сейчас начинаю это понимать. Главное под ноги смотреть. Да, наверное, буду искать другую комнату. Принял я решение сейчас еще 1-й корпус, потому что я знаю его практически наизусть. И тут комнаты куда более удобные для эксперимента. Поднимусь где-то сразу на 2-й, 3-й этаж. 1-й корпус, 2-й этаж. О чем я и говорил. Здесь комнаты чуть более объемные, побольше, и, по крайней мере, есть обзор еще на улицу. План таков. Я сейчас оставляю здесь камеру со штативом. Я сейчас расскажу цель эксперимента. Я знаю, что таким приложениям доверять нельзя, и я не доверяю ради любопытства. Читаю, кого я сегодня буду вызывать. Тим Маска. Мне нужен только листок, камера и маркер. Вызывать вечером. Поставить камеру на стол. Но я не вижу смысла ставить на стол, я поставлю на штатив. Я не думаю, что это сильно что-то изменит. Возьмите маркер и на листке нарисуйте зачеркнутый круг. Скажите 3 раза: Тим, я желаю тебя увидеть. Идите в другую комнату прятаться. Если вы услышите шаги, падение предметов, Тим пришел и ищет вас. Чтобы отогнать Тима, скажите 3 раза: Тим, уходи. После вызова внимательно обследуйте камеру. Все может удалиться. Возьму листок, нарисую круг, зачеркну его и оставлю где-то здесь. А сам пойду в ту комнату. Я испугался.
кажется отсюда как платье невесты призрачное. Это просто какой-то кулек. Сейчас подойду туда. Да, это просто кулек. Все, не буду терять времени. Сейчас буду рисовать круг. Начало эксперимента номер 4. Таким образом, я на всякий случай положу вот так вот камень. Я так понял, что надо сделать вот такой вот круг и его перечеркнуть. Я не думаю, что для эксперимента он должен быть идеален. И такое сойдет. Моя задача сейчас найти другую комнату. Я буду здесь. Это, можно сказать, тоже как комната. Итак, приступаю. Тим, я желаю тебя увидеть. Тим, я желаю тебя увидеть. Тим, я желаю тебя увидеть. Я сейчас буду тихо сидеть и прислушиваться к каждому шороху. Интересно, что там камера. Офигеть. Твою мать. Может, это кто-то? Может, это какой-то сейчас человек? Это там. Твою мать. Тим, уходи. Тим, уходи. Тим, уходи. Да пиздец. Блин, неужели это реально работает? Надо посмотреть запись, что камера запечатлела. Какая-то чертовщина. Офигеть. Такое ощущение, что вроде кто-то
силу света поменял. Так, надо срочно посмотреть, что записала камера.